Всем привет! Сейчас я покажу вам, в какую квартиру мы переехали вместе с Андреем. Рум-тур двушки в Москве начинается. Так, ну вот наша дверь. Она мягче, чем прошлая. Открываем. И тут нас встречает вторая дверь. Мы ее тоже открываем. И вот мы зашли в нашу новую квартиру, ребят. Двушечка, вот так она выглядит. Вот это коридор, зеркало и прочее. Так, давайте я начну с левой стороны. Здесь у нас интернет подключен, домофон, ложки для ног и встроенный шкаф. Он, наверное, уже здесь со времен постройки дома. Здесь сейчас мы храним только верхнюю одежду, это зимние куртки, ну и всякие осенние, весенние тоже здесь будут находиться. Ведра, швабры пока что здесь. Мы конкретно не нашли им никакого места. Ну, будет здесь, значит, лежать. Сверху шапки, кепки. Тут у нас полочки с зимней обувью, со спиртом. Всякие принадлежности для ухода за обувью. Ну, вот это все хранится вот здесь вот с левой стороны от входа. Наверху еще есть шкаф. Там коробка от роутера. Ну и сумки большие, на которых мы, в принципе, перевозили все наши вещи. А следующий шкаф мы вообще не занимали. Мы даже почти вроде не открывали, не знаем, что там. Вот, такой маленький коридорчик, конечно, вот мои ноги и вот, в принципе, пол. Это не тот коридор, который хотелось бы иметь, не такой большой, как в прошлой квартире, но он с нормальным полом, господи. Так, справа от меня это большое зеркало. Посмотрите, какое оно классное, красивое. Почти никаких проводов. Это провод только от роутера. И все, никаких больше проводов здесь нет. Это красота. Здесь роутер, вот такая вот тумбочка небольшая. Тут хранятся у нас сейчас ботинки. Вон они стоят, летние кроссовочки. Ковер из Fix Price купил. Здесь моя обувь, эти шлепки Андрея. Вот пока что вот так это выглядит. Вот входная дверь. И вот коврик. Пожалуйста, разувайтесь, если придете в гости. Полы чистые, всегда мытые до блеска. Пойдемте дальше. Здесь налево поворачивая, мы идем на кухню. Вот тут вот какое-то блюдо, я даже не знаю, что это. Эбрештенсбюргмессен. Я не знаю немецкий, но я думаю, тот, кто знает, понимает, что здесь написано. Здесь две двери и туалет с ванной раздельные. Это огромный плюс. Есть квартиры, где туалет и ванна совместны. Здесь нет. И это круто. Давайте войдем сначала в ванну и посмотрим, как она выглядит. Та-да! Вот такая вот светлая ванна с нормальной плиткой. Посмотрите, цвет вроде бы морской волны. Я не знаю, передаст вам моя камера цвет, но она чистая, классная. Потолок чистый, классный. Здесь вот всякие принадлежности для мытья и подмывания. Ванна, она не такая большая, как в прошлой квартире, но она нормальная, не ржавая, без каких-то подтеков, белая ванна. Зеркало с подсветочкой, как вы видите меня, и все принадлежности, которыми мы пользуемся. Тут крем для моего лица, бритва, зубная щетка, прочее. Кран, раковина. Раковина огромная. Мне нравятся большие раковины. Я не люблю, когда маленькие раковины, терпеть не могу. Потому что, когда маленькая раковина, я буду умываться, и все брызги, вся вода будет вокруг нее скапливаться, на пол капать и тому прочее. Большая раковина, я обожаю тебя. Я люблю тебя, большая раковина. Ты просто мое золотце. Она классная и все, без комментариев. Следом тут идет машинка. Зовут ее Кэнди или Сэнди, не знаю. Но она стирает. Мы уже пробовали. 5 стирок мы запускали. Она немножечко потряхивает ее. Не знаю от чего. Может от того, что она очень древняя. Но она работает. В этом плане все вроде бы норм. Конечно, бы хотелось, чтобы машинка была нулевая или хотя бы такая хорошая, купленная совсем недавно. Но нам пока что досталась древняя. Ничего страшного в этом нет, она работает, она вроде не разваливается. Да, иногда танцует туда-сюда, но мы с Андреем не считаем это какой-то огромный минус.
Главное, что мы не вручную стираем все вещи. Здесь вот такой змеевичок, он очень горячий. Андрей уже пристроил свое полотенце сюда. Это полотенчико для рук. Здесь просто вот такая штука, можно руку качать, если нечего делать. Тут висит мое полотенчико. Ну и коврик из Фикс Прайса я купил сам, выбрал вот такую вот цветовую гамму. Очень интересный, классный. Люблю, когда что-нибудь цветное есть в ванне. И вот коврик вот такой. Здесь полы, плитка, такого же почти оттенка, как и стена. Ну вот, как бы ванна выглядит вот так. Миниатюрная, небольшая, но есть все. Она светлая и приятная. Сюда приятно заходить. Просто, господи. Все, пошли дальше. Дальше у нас идет туалет. Включаем туалет и заходим в него. Та-да! Он вот такой вот малюсенький, небольшой. Коврик я сюда пока что еще не покупал, но в будущем обязательно приобрету. Есть вот этот ёршик, он уже здесь был. Бумага туалетная вот здесь вот закрывается. Ну и фишка этого туалета в его двери. Она просто потрясная, посмотрите. Это как будто бы, знаете, вы вошли как будто не в туалет, а в какой-то ирландский паб. Потому что здесь столько наклеек из разных стран, из разного алкоголя. Посмотрите, вон, White Horse есть, водка. Тут какие-то шайбы деревянные приклеены или какие-то коробочные. Я не знаю, из чего они вообще вырезаны. Короче, тут очень классная дверь. И когда я хожу в туалет, я как будто действительно в каком-то клубе нахожусь. За этой дверью мы расположили пока что всю химию, всем, чем мы пользуемся, и оттираем пятна и прочее. Так что туалет у нас теперь вот такой, моднявый. Ну прям вообще, мне он очень нравится. Ну и самое главное, что тут тепло. Тут же с правой стороны наша кухня. Она небольшая, меньше, чем в прошлой квартире, но она божественная. Сейчас расскажу, в чем дело. Во-первых, тут стулья, смотрите, черные, типа под кожу. Они складываются. Неудобно только, что вот здесь нет никаких накидок, а когда ты сидишь утром спиной облокачиваешься, тебе становится холодно, неприятно и неудобно. Ну, а так, в принципе, норм. Тут стеклянный стол. Не люблю стеклянные столы, сразу скажу, потому что для меня они очень холодные, и на кухне, по-моему, должны быть деревянные столы. Вообще моя мечта — это иметь деревянный круглый стол, но здесь он стеклянный, выполнен вот в таком вот дизайне. Кстати, тут есть фишка, вы можете вытащить, сейчас покажу, вот такую штучку, поднять ее, и у вас автоматически стол удлиняется. Понятненько? Вот. Но я не думаю, что сейчас это мне нужно. Вот, поэтому вот так он выглядит. Здесь пирожки с работы я принес. Тут телевизор Toshiba. Мы его редко включаем, потому что телевизор мы почти с Андреем не смотрим. Здесь есть домашний телефон, мы им не пользуемся, но хозяйка за него сама платит, и это круто. На прошлой квартире мы платили просто за провод 500 рублей ежемесячно. То есть телефона не было, был просто провод, и хозяйка сказала, что платите за провод. Пусть он будет просто 500 рублей на ветер. А здесь хозяйка сама все платит. Вот видите, Alcatel, то есть это нормальный телефон достаточно. Перемещаемся сюда, здесь окно, выходящее во внутренний дворик. Этаж не первый и не последний, но высокий. Видите, верхушки деревьев видно. Такая вот шторинка, наш светильник, а это уже то, что вот хозяйка тут оставила, какая-то кружка из Австрии. Ну, пусть стоит на здоровье. И вот такая вот, сейчас я вам покажу, кухня. Вот она, смотрите. Она в зеленом оттенке, не знаю, что это, изумруд, сапфир, я путаюсь. Короче, она классная. Смотрите внимательно, здесь очень классно расположены все полочки. Вы можете все абсолютно здесь хранить. Вот тарелки. Здесь у нас кофе, хлеб, всякие бокалы под спиртное. Тут у нас крупы. Здесь у нас соль и всякие приправы. Тут у нас пока что расположилась не химия, а средства для уборки. Здесь у нас все, что связано с пластиком. Микроволновку мы сами привезли, чайник наш.
И еще какая фишка. Здесь нормальная вот такая металлическая раковина. Она, господи, она просто божественна, потому что в прошлом видео, если вы заметили, раковина в прошлой квартире была белая, постоянно я ее чистил 2 раза в неделю, потому что она постоянно то рыжая, то серая, то какая-то еще. А это просто классно, мне нравятся вот такие раковины. И она удобно расположилась вот именно на углу, то есть тебе удобно к ней подойти, ничего не мешает, и под ней как раз мусорка. То есть все удобно. Помыл или что-то надо выкинуть, сделал. Помимо этого, тут 2 рабочие зоны. С этой стороны и с этой стороны. Если вы обратите внимание в прошлой квартире там была одна рабочая зона, вот столько было места, потому что у нас стояла микроволновка, плита, и вообще некуда было ничего складывать. А здесь, когда вы готовите, вы просто кайфуете. Просто кайфуете. Вот уголочек, там алоэ растет, тут средства для мытья, тут масло, фильтр. И фишка этой квартиры еще в плите. Она вот такого качества. Видите, никаких блинов этих нет, которые постоянно сгорают, не работают, и на них дольше готовятся. Я готовил здесь ужин полчаса, в отличие от прошлой квартиры, где стояла плита с блинами, и я тратил целый час на готовку. Здесь полчаса. Духовка работает, светится. Вот так. Вот видите, там лампочка есть. В прошлой квартире не было такого. А вытяжка, что очень немаловажно. Все испарения идут вот внутрь сюда, и она работает. Она работает, подсвечивается. И сейчас вы услышите звук. Слышите? Она работает. Она работает. Помимо этого, здесь есть еще включатель, который подключает нам лампочки. И когда вечер, включаются вот эти лампочки, включается вот эта лампочка. И, господи, как же тут романтично становится. Сидеть, пить вино, чай, кофе, наслаждаться видом на деревья, да, все прекрасно. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете или нет? Не могу понять. Вот. И сейчас это просто самое мое любимое место в квартире, наверное. Ну, одно из самых любимых, потому что кухня, правда, действительно, смотрите, какая плитка. Она очень классно сделана. И очень удобно в ней находиться. Очень комфортно в ней находиться. Я рад и счастлив. Конечно, по габаритам понятно, что эта квартира меньше. Здесь 41 квадрат, по-моему, а в прошлой квартире было 75. Но давайте еще также и вспомним, что та квартира 3, а это 2. Ну и постройка разного характера. Дом другого года постройки, и все по-другому здесь. Так что сравнивать, конечно, это глупо. Но вы сами видите, что кухня классная, она чистая, и в ней удобно даже убираться. И, в принципе, много времени на это не нужно. Пойдемте дальше. Выходим с вами из кухни и идем в первую маленькую комнату, которая находится слева от кухни. Открываем дверь, и вот она вот так выглядит. Зайдем внутрь и начну рассказывать, что нас ждет с левой стороны. За дверью у нас стоит старый совдеповский шкаф. Тут химия пока что. Внутри шкафа находятся зимние вещи, я открывать его не буду. Здесь мои лампы. Это диван, который раскладывается. Такой, ну, почти книжкой, можно сказать. Он очень мягкий, очень приятный. И это действительно хороший, нормальный диван, не то, что было в прошлой квартире. Вот эти 4 подушки можете разложить как угодно, можете спать вдвоем, да даже втроем здесь можно спать, если захочется. Окно, которое также выходит во двор и на деревья. Здесь у меня стоят мои хорошие девочки, мама и дочка, которую я перевез. Это уже их новый друг. Ну и здесь тоже их стоит новый друг. Это уже хозяйские цветы. Она сказала, просто поливайте и все. Без проблем вообще. Цветы — это прям очень приятно, когда в квартире находится. Тут мой ноутбук, лампа, стул, зеркало для грима. Кстати, я его буду продавать. Ну и здесь нас встречает совдеповская стенка. Конечно, вы знаете, как я отношусь к стенкам. Я их терпеть не могу. Но хотя бы, по крайней мере, здесь нет ковров ни на полу, ни на стенах. И заметьте, пожалуйста, что здесь очень хороший паркет. Он не липнет к ноге, как в прошлой квартире. Его очень легко мыть, легко за ним ухаживать. Также здесь трубы. Видите, какие? Они заменены, перекрываются. То есть это не такие большие квадраты, которые были в прошлой квартире. Они классные. Я надеюсь, что зимой здесь будет тепло. Ну и
Продолжая разговор по поводу книг, шкафов, вот здесь вот так вот все. Андрей любит книги, так что это, в принципе, не страшно, это можно пережить, и мне, по факту, сейчас все равно есть эта стенка, нет ее. Ну, конечно, без нее было бы лучше, светлее и много места. Кстати, по поводу вот этого шкафа мы договорились с хозяйкой его утилизировать, так что здесь будет побольше места, и можно будет что-нибудь еще разместить. Вот такая небольшая комнатка, как вы видите, классная, приятная, уютная, в ней приятно действительно находиться. Я здесь монтирую ролики, сижу, и здесь, правда, очень тихо и спокойно. Пойдемте в большую комнату. Ну и прежде чем мы туда зайдем, я покажу наш холодильник. Вот такой нулевый Samsung. Этот холодильник нулевый. Мы заехали, и он новый. Он новый. Им никто не пользовался, кроме нас. Понимаете? То есть хозяйка сказала, что он просто новейший. Это наши продукты здесь, бла-бла-бла, все подсвечивается, он классный, все продукты холодные, нет никакой ледяной тут стены, снег тут не идет. Короче, классно, когда вы заезжаете в квартиру и здесь встречаете абсолютно новый непользованный холодильник. О, вареницы. Так, мне надо поставить на паузу пока видео. Андрея сегодня нет, поэтому я поем его варенье. Отправляемся в большую комнату. Та-да! Вот такая вот у нас комнатка. Здесь кресло, здесь диван раскладной. Я не стал складывать его, показывать, как он выглядит. Он белого цвета. Ну, вот наше постельное белье. Тут кресло. Фишка этой квартиры, что здесь есть кондиционер, и вам никогда не жарко. Далее, тут журнальный столик с очень интересной откидной столешницей, где вы можете хранить все что угодно. Заначки, все-все. Нас на подоконнике нас встречает вот такой небольшой маленький кактус. Вот он маленький такой. Также окна выходят во двор. На школу, по-моему. Здесь нас встречает стенка. Да, совдеповская. И, кстати, сейчас стенка. Вот эти все шкафы, они пустуют. Там ничего внутри нет. И сейчас я вам расскажу, почему. Потому что все вещи мы храним в одном месте. В этом божественном шкафу-купе. Он просто офигительный. Посмотрите, какой он огромный. Все наши вещи практически здесь все поместились. Он раздвигается. Смотрите, задвигается. Здесь у нас висят вещи, чемоданы лежат. То есть все тут помещается в этом большом шкафу. Господи, как это круто, когда все в одном месте, ничего искать не надо. Далее, здесь у нас столик на колесиках. Здесь можно вот так вот переносить, что-нибудь покушать, позавтракать. Пожалуйста, поставили и повезли. Поставили и повезли. Здесь стоит большой раскладной стол. Им мы будем пользоваться, скорее всего, когда будут какие-то праздники, Новый год, его можно разложить и, в принципе, поместить вот здесь. Далее, обращу внимание опять на полы. Тут хороший, офигительный паркет, который не хрустит, в отличие от прошлой квартиры. Это просто замечательно. У нас нет на потолке лампочки Ильича, у нас есть люстра с черными драгоценными камнями. Ясненько? Также хозяйка оставила нам лестницу на всякий случай. У нас есть в том углу огромная сушилка, вон она. Огромная сушилка для одежды, на ней помещается все. Люблю тебя, сушилка. Ну вот так вот, вот такая у нас квартирка, двушка в Москве. Вы увидели сейчас все комнатки, в которых мы сейчас будем проживать и в которых мы будем жить еще неизвестно сколько. Но мне понравилась эта квартира. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк и обязательно говорите, что вам понравилось, а что нет. Будет очень интересно. Ну, ребят, вы сами все увидели. Вот такая у нас сейчас квартира. В ней мы проживаем вторую неделю. Я очень рад, что у нас получилось найти оптимальный вариант. Двушка за деньги, за которые можно снять однушку. Нам повезло. Плюсы и минусы есть в каждом жилье. Здесь минус самый большой — это нет балкона. Вы знаете, как я люблю балкон. Я обожаю выходить рано утром или просто в свой выходной пить кофе или чай на балконе.
радоваться солнышку, лету. Короче, мне очень нравятся балконы. Здесь, к сожалению, нет. Здесь 3 окна, они выходят в одну сторону. И второй минус этой квартиры, что она не так хорошо проветривается, как прошлая. Без кондиционера мы бы уже умерли, и вы бы не смотрели мой влог. Чтобы квартиру проветрить, нам приходится открывать входную дверь, и тогда происходит хоть какая-то передача воздуха. А так здесь жарковато. Ну еще один явный минус этой квартиры, что здесь старая проводка. Все работает от удлинителей. Это неудобно, но с другой стороны мы практически этого не замечаем. Ну а плюс этой квартиры в том, что она с хорошим нулевым холодильником, с замечательным паркетом на полу, с огромным шкафом позади меня, и теперь вы будете видеть его чаще, потому что влог я буду снимать здесь. Это не первый и не последний этаж, и это тоже очень круто. Также плюсом здесь является плита, индукционная, классная, на ней удобно готовить и очень экономит время это все. Я думаю, что с Андреем здесь мы задержимся и не на 1 год, но поживем увидим, как говорится. Спасибо большое всем, кто смотрел мой прошлый рум-тур и этот рум-тур. И вообще всем, кто подписывается на мой канал и ставит лайки. Также переходите, пожалуйста, в мой телеграм-канал, ссылка под этим видео. Я напоминаю каждый свой выпуск. Там я каждый день говорю, пишу, делюсь своими мыслями и своей жизнью. Я вас всех люблю, целую и крепко обнимаю. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока. Кстати говоря, вы больше не увидите, как сушится постельное белье позади меня. Знаете почему? Потому что оно будет сушиться вот здесь. Вот тут. А это в кадр не попадает. Пока.